Тонкий, быстрый, легкий. Батарея на 5000 мАч, двухсторонний режим съемки, ультрастабилизация, очень быстрая зарядка, сканер отпечатка пальцев прямо в экране, МТК как-то договорилась на поддержку кодека aptX, и он здесь работает. Процессор мощнее, чем в версии Realme 8 Pro, притом тротлинг при легкой прожарке абсолютно адекватный в Realme 8. DC-диминг в настройках, и главное, он работает так же, как и Always On Display. Не то, что в Mi 11 Lite, от которого глаза готовы были вытечь. Обзор на него вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И с его Always On Display на 10 секунд. Realme выпускает близнецов. Стабильных таких близнецов с разными улучшениями. Этот аппарат оптимизирован под игры и повседневное использование с максимальной функциональностью. Оболочка Realme хороша, стабильна. Сейчас расскажу. Tube 842, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, обзоры только быстрые и емкие. Перечень конкурсов всегда в описании, подписывайтесь с колоколом, а теперь основное о смартфоне Realme 8. Для начала, он в семье Realme нестандартный, в первую очередь за счет процессора. Упаковка максимально обычная. Вскрываем, находим в коробке телефон, быструю зарядку на 30 Вт, кабель Type-C, документацию и немного темный матовый чехол, притом не ужасного качества. По корпусу рамка пластик, кнопки с приличным люфтом, камеры выпирают довольно сильно, задняя крышка тоже пластик, притом глянцевый, собирает отпечатки пальцев на ура. Еще и скользкая она, кстати. Заводская защитная пленка хоть и с хорошей олеофобкой, царапины собирает просто моментально. Вес 180 граммов, и по ощущениям от внутрянки аппарата это просто телефон, который скопировали Xiaomi в Redmi 10S, который у меня, кстати, тоже на руках, но об этом завтра. В Realme 8 нет ИК-порта, но есть мини-джек. Отличный динамик, но дешевая вибра, и стерео здесь нет. Вот так у Realme с сенсором отпечатков пальцев в экране, который, к слову, не супер быстро работает, соседствуют такие допотопные решения, как отсутствие стерео. Плюсом у Realme пусть и не прорезиненный лоток под симки, но запихать туда можно 2 сим-карты и карту памяти, притом легко и непринужденно. По связи бенды есть все, но 5G не завезли, и это не очень хорошо, ведь даже в моей стране ее поддержку уже обещали. Пластиковая крышка очень скользкая и блестючая, однозначно вам будет нужен чехол, хотя бы комплектный. Вес у телефона такой же, как и у Realme 8 Pro, 180 граммов. А интересная и крайне непривычная особенность, у Realme 8 в сложных задачах при нагреве больше всего греется верхняя часть экрана, а не задняя крышка. Лайфхак по охлаждению. В принципе, что там пластик, что здесь стекло. По железу процессор МТК MediaTek Helio G95, который выдает пусть не лучшие, но неплохие результаты в бенчмарках. В Antutu он выбивает больше 358 тысяч диких попугаев, притом 8 Pro он по попугаям побеждает. А вот Realme 7 5G нет. Обзор на Realme 7 5G вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, так же как и на Realme 8 Pro. Но по тротлингу, разумеется, Realme 8 худший из линейки за счет процессора. Стресс-тест Antutu проходит гладко, и да, у меня тоже ощущение, как будто Realme, начиная с Realme 6 Pro, выкатывают одних близнецов. Но это не особо и важно, отличие все равно есть. Все результаты тестов у вас на экране. Какой FPS в максимально популярных играх вы сейчас видите? Конечно же, ультра настройки поставишь не везде, а Genshin Impact вообще максимум играбелен на минималках, что в принципе тоже неплохо. Очень даже неплохо. А главное, он работает стабильно. Перегревов телефон не ловил. Хотя техпроцесс в 12 нанометров не свежий, совсем не свежий. Даже произносить эту цифру как-то уже непривычно. С 8 нанометрами в 8 Pro ощущение, что тебя просто люто обманули. Хотя это не так. Супер AMOLED экран на 6,4 дюйма, панель с подэкранным сканером отпечатков пальцев и максимальной пиковой яркостью в 1000 нит. Хотя в солнечный день при прямых лучах солнца все равно лично мне чуть-чуть не хватает яркости. В общем, прямо копипаст с Realme 8 Pro по экрану. Шим лютый, пока не включишь в лаборатории DC-диминг, и он спасает ситуацию. Ну а нормальный Always On Display, конечно же, радует. С другой стороны, 60 Гц это та еще печаль. Где эти 90, где эти 120? Хотя те же 90 Гц в Mi 11 Lite с его шимом тоже не лучшая история. Лучше уж 60, но без выгорания глаз. Оперативка, как и в прошке LPDDR4X, у меня она объемом в 6 гигабайт, постоянная не супербыстрая UFS 2.1 на 128 гигабайт. Wi-Fi 5 версии, Bluetooth версии 5.0, разумеется, есть поддержка GPS, AGPS, Beidou и GLONASS. Все работает хорошо и быстро. Распознавание по лицу, как и датчик отпечатков пальцев, отрабатывает хорошо. Датчик приближения работает адекватно, без нареканий, в отличие от Xiaomi. По цифрам, в принципе, это даже один из самых мощных процессоров в среднем сегменте. В некоторых местах указано, что работает кодек LDAC. Это не так, проверял со своими наушниками Sony MX4. Вшитая программа S-Loop радует, она для монтажа
монтажа, но это в первую очередь актуально для инстаграмщиков и тиктокеров. Обновления прилетают постоянно, NFC-модуль оплаты на борту, G-Pay работает. Батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной комплектной зарядки, автономность по PC-марку приличных часов с хвостиком, на день аппарата точно хватит. Заряжается он за 20 минут на 40% и за 57 минут на 100%. И это я использовал зарядку от OnePlus 9 Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. А штатной зарядкой аппарат до сотки заряжается 1 час 7 минут. Час игры в танки на максималках съел 16%, разрядки ночью практически нет, разумеется, с выключенным Always On дисплеем. По камере режимов, как и у всего и вся, просто море. 8 Pro сенсор на 108 мегапикселей, здесь на 64 мегапикселя. По факту, по результатам отличия минимальные, хотя 8 Pro, разумеется, по фото лучше. С белым светом вообще у всех Realme беда на данный момент, лично в моих девайсах. Возможно, допилят программно, но на данный момент телефон однозначно не про суперкамеру. Вот вам пример работы камеры. Realme 8 Pro 1080p 60 fps. Мурина. Realme 8 камера. Фронтальная камера 1080p и идеальная погода для съемок. Ну, относительно идеальная, потому что, как вы видите, с белым светом, как всегда, у среднего сегмента не все хорошо. Если двигать быстро, то, в принципе, снимает неплохо. Если прыгать и идти задом, все еще снимает относительно неплохо. Вообще Realme делают неплохие аппараты, не считая того, что МТК, конечно, тот еще процессор, но все тесты вы увидите сами или уже видели в обзоре. 1080p 60 fps, сверхширик в этом режиме не поддерживается, стабилизация при ходьбе вы сами видите, что относительная печаль. Но с другой стороны, я бы не сказал, что плохая картинка, опять же решать вам. Не камерафон это, но играть можно. Так, 1080p и 60 fps, спробуем увеличение. X10. Ох, какая картинка. Я такого давно не видел. Пробуем дерево. Такая же печаль. Ну, тут штатив, не штатив, ничего не поможет. Считайте, увеличения у вас фактически нет. И сейчас вы видите супер стабилизацию. То есть я могу даже бежать. Телефон трясется люто. Но при этом картинка сильно не мылится. С одной стороны, с другой стороны, качество не очень. И помимо этого сумасшедший кроп просто. Просто сумасшедший кроп. 4К 30 FPS, проверка автофокуса. Как-то не сказал бы, что он супер справляется, но справляется. Вот сейчас уже лучше. И сразу же, бюджетники Honor и Huawei без Google сервисов по съемке фото на голову выше. Но мы не про них, хотя все постоянно спрашивают про альтернативы прямо в роликах. Тот же старенький Huawei P40 Lite с не самым лучшим экраном снимает фото в разы лучше. Но это только на данный момент. Realme все допилят. Всегда допиливают, и это вам не Xiaomi, это не сарказм. И ультраширик в Realme меня, кстати, порадовал. Цена по ссылке в описании к видео в районе $200, на распродажах дешевле. Мой именной промокод на завтрашний сейл, скидка будет $11 с сотни долларов. Можете взять в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, пока они еще рабочие. Уверен, что завтра будет много интересных предложений, туда я их скину. Лето на носу. Резюмирую, советую очередной крепкий средняк с полуторагодовалым запасом на использование. Но однозначно перед покупкой нужно дойти до магазина, пощупать данный девайс, ужаснуться цене в родном ритейле и, если зайдет, купить на Алиэкспрессе. Лично в моей руке такой размер аппарата лежит очень комфортно. Завтра будет прожарка и обзор на Redmi 10S. Пишите, что вам в нем интересно, постараюсь с этим делом разобраться подробнее. Подписывайтесь с колоколом, приходите завтра на стримы на канал для стримов. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.